Перед вами внедорожник, о котором вы могли и не слышать, это Combat T-98. Этот бронированный гигант был разработан с учетом военных нужд и начал свое существование в 1998 году. С виду обычный джип, однако под его капотом скрываются технологии, которые делают его настоящим чудом инженерии. Его усиленная рама и бронированный корпус способны выдержать самые суровые испытания, а агрегаты от General Motors обеспечивают надежную работу в сложных условиях. Но это не все. У Combat T-98 есть секретные отделения для хранения, которые пригодятся в самых неожиданных ситуациях. Кроме того, его интеллектуальные подвески позволяют легко преодолевать препятствия, которые другие машины не осилят. Эта хитроумная комбинация инженерных решений делает Combat T-98 не просто внедорожником, а настоящим шедевром, способным удивлять даже самых искушенных экспертов. Однако секреты не заканчиваются на этом. В следующем транспортном средстве скрывается нечто, что кардинально меняет представление о возможностях на дороге. Военная версия. ХММВВ, широко известный как Хамви, это многоцелевой бронированный автомобиль, который используется военными для выполнения разнообразных задач. Этот внушительный аппарат разрабатывался для экстремальных условий, и его технические характеристики полностью соответствуют этой задаче. Сначала Хамви оснащался бензиновым двигателем объемом 5,7 литра, но позже перешел на дизельные двигатели 6,2 литра и еще более мощный 6,5 литра с турбонаддувом, обеспечивая мощность 190 лошадиных сил. Бронирование Хамви спроектировано так, чтобы выдерживать пули калибра 7,6 мм и защитить от осколков мин и артиллерийских снарядов. Хотя фантастические технологии невидимости отсутствуют, его защищенность и устойчивость впечатляют. Предельная скорость составляет порядка 78 миль в час, а запас хода обеспечивается в пределах 300 миль, оптимально для оперативных действий в боевых условиях. Системы связи и навигации в Хамви основаны на современных технологиях, позволяющих координировать действия в режиме реального времени. Хотя он не делает его невидимым, это критично для успешного выполнения задач. Габариты автомобиля позволяют перевозить его даже в транспортных самолетах, что делает его адаптивным и удобным для глобальных операций. Эти военные машины прокладывают путь для будущих концептов, мечтающих перенести автомобильную инженерную мысль на новый уровень. Какой же концепт уничтожает конкуренцию своей инновационностью и невероятной ценой? Оставайтесь с нами, чтобы это узнать. Концепт за миллионы. Итак, познакомьтесь с Aston Martin Lagonda All-Terrain Concept, амбициозным проектом, представленным в 2019 году на Женевском автосалоне. Этот электрический внедорожник воплощает мечту об экологически чистом люксе на колесах и является свидетельством перехода Lagonda в новый век электромобильности. Разработанный для тех, кто стремится к роскоши без ущерба для экологии, этот концепт поражает с первого взгляда. Внешний облик All-Terrain Concept — это квинтэссенция футуризма. Его аэродинамические формы подчеркивают стремление к эффективности и изяществу. Инженеры Aston Martin провели тщательную работу по созданию авто, способного впечатлять как на дороге, так и в экстремальных условиях, хотя весь акцент поставлен на технологические и дизайнерские инновации, которые готовы к внедрению на практике. С точки зрения технологий, концепт отражает самые передовые веяния в мире электрических внедорожников. Интерьер представляет собой уникальное сочетание роскоши и высоких технологий, а удобство и комфорт пассажиров были приоритетом при проектировании. Хотя конкретные детали системы подвески остаются под завесой тайны, известно одно — автолюбители были бы поражены тем, как этот автомобиль справляется с дорогами. Хотя концепт в первую очередь демонстрация возможностей, будущее линейки Lagonda видится весьма захватывающим с точки зрения серийного производства электронных автомобилей. Aston Martin и далее намерены удивлять мир, и это только начало новой эры. Вдохновленные этим примером, мы движемся дальше, чтобы показать, как машины, способные выдерживать экстремальные условия, создаются действительно для самых горячих испытаний природы. Будьте готовы к новым потрясениям. Из горячих пустынь. В мире экстремальных испытаний на выживание вырисовывается фигура автомобиля, которого как будто нет. Это все благодаря бронированной полноприводной платформе Marauder. Разработанный для суровых пустынных условий, Marauder идет впереди всех, сочетая в себе роскошь и функциональность. Запущенный в производство еще в 2005 году, он остается синонимом надежности и адаптации, превосходя ожидания.
Столь прочный и устойчивый к окружающей природе, Мараудер вооружен специальной системой охлаждения, которая легко выдерживает колоссальные температуры свыше 125 градусов по Фаренгейту. Его увеличенные шины предпочтительно предназначены для легкого преодоления песчаных дюн, а мощный дизельный двигатель гарантирует, что его не остановят даже самые высокие барханы. Эта комбинация делает его настоящим мастером пустынных путей. Броня включена в стандартную комплектацию, заключая экипаж в неприступной безопасности. Несмотря на все это, Мараудер с легкостью принимает футуристическую эстафету. Представьте, что эти характеристики лишь на поверхности. Возможно, он способен на большее, чем просто преодолевать засушливые участки. Постоянное удивление продолжается, ведь рассекая волны пустыни, мы замечаем, что границы уже давно отсутствуют. Теперь подготовьтесь заглянуть в бездну возможностей, предназначенных для еще более крайних водных вызовов. Подводные возможности. Вы слышали когда-нибудь о транспорте, способном пересекать мир суши и океанов с такой же легкостью, как герой фантастического фильма? Встречайте, Gibbs Aquada — удивительный амфибийный автомобиль, представленный в 2003 году. Это настоящее чудо техники, которое способно передвигаться как на сухопутных, так и на водных маршрутах, ломая стереотипы о том, что внедорожники могут только ползать по грязи. Хотя серийно он так и не был запущен в производство, его возможности поражают воображение. На шоссе Gibbs Aquada развивает скорость до 100 миль в час, а по воде он мчится почти с 30 узлами, примерно 55 миль в час. Это возможно благодаря водометному двигателю, который обеспечивает его плавное перемещение по поверхности воды. Основной трюк этого автомобиля заключается в его способности за считанные секунды трансформироваться из полноприводного авто в моторную лодку. Колеса аккуратно втягиваются, и благодаря водомету движение по воде становится его второй натурой. Уникальный гибридный дизайн делает его непобедимым путешественником как на городских улицах, так и на речных просторах. Все эти невероятные способности заставляют задуматься о бесконечных возможностях, которые ждут нас в будущем. И на горизонте уже виднеется следующее удивительное изобретение — электрический внедорожник, который, скрывая внушительную мощь и новейшие технологии, готов стать главным героем транспортной революции. Электрический секрет. Познакомьтесь с Rivian R1T — электромобиль, который выводит внедорожники на уровень будущего. Этот удивительный автомобиль доступен в нескольких конфигурациях, начиная с базовой модели с двумя двигателями, мощностью в районе 533 лошадиных сил, до впечатляющего варианта с четырьмя двигателями и мощностью до 1025 лошадиных сил. Эти характеристики делают его практически непобедимым на сложных маршрутах. Все благодаря выдающейся системе полного привода. Каждый двигатель в некоторых версиях Rivian R1T может независимо управлять своим колесом, что значительно улучшает его проходимость и маневренность. Такая адаптивная система контроля крутящего момента позволяет автомобилю уверенно справляться с разнообразными препятствиями, от грязи до снегов. Это инженерное достижение делает Rivian одним из самых приспособленных к суровым условиям вождению современных электровнедорожников. Причем слово об автономии требует корректировки. Rivian оснащен современными системами помощи водителю и передовыми функциями вспомогательного управления. Эти технологии обеспечивают дополнительный уровень безопасности и комфорта при движении, сохраняют водителя в центре управления, но не превращают его в пассажира. Напоминаем, что электроплатформа Rivian исключает вредные выбросы, предлагая экологически чистое удовольствие от вождения. И хотя Rivian R1T не претендует на роль в секретных операциях, он определенно устанавливает новые стандарты для мира электромобильности и технологической эффективности. Но забудьте об отдыхе. Дальше мы погружаемся в прошлое и покажем вам, каким шпионажем занимались вандерверки на колесах. Ретро-шпион. Теперь представьте, в эпоху, когда технологии только начали набирать обороты, появился внедорожник, которому было все по плечу. Это был Land Rover Series 2, шедевр из конца 50-х, который стал незыблемым символом выносливости и практичности. Разрабатывался он для того, чтобы покорять непростые маршруты и быть надежным напарником как для фермеров, так и для военных. В отличие от массовых моделей, Series 2 был предназначен для настоящей работы и тяжелых условий. Он нашел применение во времена Холодной войны в армиях и спецслужбах многих стран, благодаря своей способности адаптироваться к поставленным задачам. Неброский, но функциональный, этот внедорожник стал основой для множества военных модификаций, включая версию Lightweight, выпускавшуюся с конца 60-х и заслужившую особую популярность благодаря своей возможности десантирования с парашютом. Несмотря на то, что его двигатель не мог похвастаться запредельной мощностью,
мощностью он обладал столь важной надежностью и неприхотливостью, что делало его идеальным для экспедиций в самые отдаленные и суровые места планеты. Такой важной эпохе посвящено множество историй, и каждая знает, а на что способен Land Rover Series 2, воспоминая времена, когда он был на страже и переваливании через препятствия. Эта способность Series 2 быть универсальным и надежным внедорожником оставила значимый след в автомобильной истории, делая его эталоном инженерной мысли той эпохи. Этот внедорожник до сих пор вдохновляет инженеров на создание инноваций и сохраняет репутацию неустанного исследователя и надежного друга. Но как только мы разобрались с историческим значением, внимание переключается на более суровые секреты, которые скрывает бронированный великан, ставший идеалом защиты и мощности в самых опасных условиях. Бронированный гигант. В самых опасных местах планеты Marauder от Paramount Group внушает страх одним своим видом. Эта бронированная машина весом около 12 тонн олицетворяет собой мощь, защищенность и полную готовность к любым испытаниям. С максимальной скоростью до 120 км в час Marauder способен быстро перемещаться по сложной местности, что делает его непревзойденным в сфере тактических операций. Под капотом прячется мощный двигатель Cummins мощностью 300 лошадиных сил, который не знает преград. Уровень броневой защиты станок третьего уровня обеспечивает защиту от пуль крупнокалиберных винтовок и пулеметов, гарантируя безопасность всем, кто находится внутри. Этот гигант может перевозить экипаж из 9 человек и до 18 тонн груза, что делает его настоящим титаном среди внедорожников. Marauder создан для преодоления водных преград глубиной до 1 метра, и это делает его еще более функциональным в труднопроходимой местности. Этот внедорожник может смешиваться с окружением благодаря возможностям стандартного армейского камуфляжа, но без технологических новшеств в маскировке. И пока Marauder несет службу на передовой, развивая новые стандарты в безопасности и в эксплуатации, находясь на грани инноваций, осталось только гадать, какие удивительные открытия приготовлены в будущем. Готовьтесь к встрече с внедорожником, который в гармонии с природой исчезает среди лесной зелени, прокладывая новые пути. Природный камуфляж. Представьте себе фантастический автомобиль, который способен буквально исчезать среди деревьев. Это не выдумка из киноленты, а концепт, над которым работают современные инженеры. Специалисты создают модели, которые с помощью активных систем изменения цвета и текстуры корпуса могут почти сливаться с окружающей средой. Эти разработки вдохновлены природой, где принципы мимикрии помогают живым существам прятаться от хищников. Микроскопические камеры и датчики, размещенные на поверхности автомобиля, анализируют окружающее пространство, и в реальном времени его окраска и текстура адаптируются под лесной фон. Однако стоит отметить, что такие технологии пока не вышли за рамки прототипов и шоу-каров. На данный момент ни один из крупных автопроизводителей не предлагает серийных моделей внедорожников с подобными функциями. Эти спектральные прорывы пока лишь плод работы перспективных лабораторий и участников международных автошоу. В то время как инновации продолжают набирать обороты, умные внедорожники уже успели научиться адаптироваться к дорожным условиям. Благодаря современным достижениям в области искусственного интеллекта и автоматизации, такие автомобили могут переключаться между различными режимами работы, будь то электрические, гибридные или полноприводные. Но настоящий камуфляж, как автомобилю из фантазий, остается на горизонте будущих открытий. Не забывайте, технологический прогресс постоянно продолжается. Каждый год представляются новейшие и удивительные решения, где безопасность, скорость и функциональность объединяются, предоставляя нам невероятное удовольствие от каждой поездки. В нашем путешествии дальше нас ждет продолжение знакомства с теми автомобилями, которые даже мыслимые границы не могут остановить. Сверхбыстрый землемер. Вообразите себе внедорожник, способный разогнаться быстрее большинства спорткаров, при этом полностью электрический и величественный. GMC Hummer EV SUV, обладая невероятной мощностью до 830 лошадиных сил, разгоняется до 60 миль в час за впечатляющие 3,5 секунды. Этот автомобиль – настоящее технологическое чудо, сокрушающее стандарты автопромышленности. С запасом хода свыше 315 миль он бросает вызов дальним поездкам и непростым маршрутам, демонстрируя блестящую автономность. Его истинная магия кроется в системе Crab Walk, которая позволяет двигаться по диагонали, словно огромный краб, уверенно обходя препятствия на узких дорожках или в городских лабиринтах. А планы инженеров по созданию режима King Crab обещают вывести маневренность на совершенно новый уровень. Эта электрическая машина, построенная на платформе Ultium и оснащенная полным приводом, превосходно справляется как с высокоскоростными поездками по хайвею, так и с серьезным оффроудом. Хотя фантазии о технологиях невидимости пока остаются грезами, стремительное развитие технологий электромобилей делает завтрашние фантазии реальностью.
Hammer F SUV уже сегодня является эталоном возможностей, вдохновляя новое поколение внедорожников и открывая двери в будущее. Голографические технологии. Голографические технологии, которые когда-то казались фантастикой, начинают находить применение в автомобильной индустрии. Сегодня они используются для создания проекций на лобовых стеклах, улучшая взаимодействие между автомобилем и водителем. Эти системы, известные как HUD, Head-Up Display, выводят важную навигационную информацию прямо перед глазами водителя, помогая безопасно управлять автомобилем в сложных условиях, таких как густой туман или темная ночь. Добавляя интриги, стоит отметить, что разработки в этой области не ограничиваются отображением простых данных. Исследовательские группы и ведущие технологические компании экспериментируют с 3D-визуализацией, создавая более детальные и интуитивные интерфейсы. Такие достижения открывают новые горизонты в понимании и управлении автомобилем, предлагая водителю богатый и безопасный опыт вождения. Наряду с этим инновации в области дополненной реальности позволяют интегрировать анализатор дорожного покрытия и автоматические системы предупреждения в HUD, тем самым повышая безопасность на дорогах. Хотя массовое внедрение таких технологий еще впереди, их потенциал в автомобильной индустрии огромен. Но, как говорится, наука не стоит на месте. Подобные прогрессивные системы формируют основу для будущих разработок, которые, возможно, однажды позволят автомобилям взаимодействовать с окружающей средой еще более активно. Продолжаем исследовать невероятные возможности мира внедорожников, следуя в направлении концепций, которые меняют саму структуру и функциональность автомобиля. Модульная структура. Мир внедорожников стремительно движется к новым горизонтам, где модульные платформы становятся ключом к универсальности. Современные технологии позволяют адаптировать автомобиль, заменяя крупные узлы и блоки. Например, двигатели или салонные модули могут быть подстроены под особые нужды, будь то городская езда или экстремальные путешествия. Эта гибкость позволяет каждому автомобилю стать настоящим конструктором. Модульные конструкции используют умное проектирование, чтобы обеспечить оптимальное использование пространства и функциональности. Платформы Geely, GVM, Volkswagen и другие создали универсальные решения, которые помогают производителям легко выпускать разные модели на одной базе. Хотя кузов и количество сидений стандартизированы при производстве, они демонстрируют разнообразие, подстраиваясь под различные сценарии, будь то семейная поездка или серьезная экспедиция. Одной из замечательных возможностей таких платформ является смена навесного оборудования, что позволяет внедорожникам справляться с разными задачами, от легкой перевозки до более сложных экспедиций. Автомобили, такие как Jet Tourer T2, предлагают мощные силовые установки и внедорожные режимы, но полная смена ключевых компонентов остается перспективной разработкой. Модульная архитектура также нашла свое применение в сфере электроники, где возможность обновления софта стала неотъемлемой частью современной индустрии. Подобные инновации, поддерживаемые онлайн-сервисами, предлагают пользователям расширить функциональность и производительность своих транспортных средств без визита в сервисный центр. И, наконец, мечта о том, что автомобиль сможет летать, звучит как из фантастики, но все же она подогревает интерес к будущим возможностям. Пока инженерные разработки продолжают удивлять нас, остается лишь ожидать того, что еще откроет нам мир автомобилей. Наше путешествие сегодня лишь открыло небольшое окно в будущее, где технологии и идеи притворяются в реальность. Летающий проект. Представьте себе машину, которая преподносит новый уровень свободы. Вот PAL-V Personal Air and Land Vehicle. Этот гибрид не просто захватывает дух, но и объединяет трицикл и гироплан для двух в одном режима передвижения. На дороге он развивает скорость до 160 км в час, превращая каждую поездку в стремительный заезд. Но стоит только захотеть взмыть в небеса, как он становится летающим аппаратом. Трансформация требует около 10 минут. Снять ротора тент и подготовить авто для взлета. Два двигателя Rotax 912ES обеспечивают мощность. Один, около 100 лошадиных сил, предназначен для движения по дороге, в то время как другой, мощностью 200 лошадей, отвечает за полет. Снаряженный PAL-V весит 910 килограммов, а пустой 664, что делает его легким и маневренным. Полет на гироплане обещает скорость до 180 км в час с радиусом действия порядка 400-500 км. Требуется около 180 метров для взлета и 30 метров для посадки. Особая технология позволяет автомобилю наклоняться в поворотах, а роторы складываются, уменьшая длину до 4 метров для удобства следования по трассам. Уже получено дорожное одобрение от Европейского агентства авиационной безопасности, и PAL-V Liberty успешно прошел испытания.
Стоимость существенно варьируется от 300 тысяч евро за Sport Edition до почти 500 тысяч евро за Pioneer Edition. Проект дарит не только новые ощущения, но и стремится минимизировать воздействие на окружающую среду. Теперь, когда мы раскрыли все секреты техники, давайте взглянем на другую сторону эволюции, где экологичность — это основа нового поколения транспортных средств. Экологическая тайна. Toyota Prius PHEV, модель 2025 года, поражает своими возможностями в области экологического транспорта. Этот гибридный автомобиль способен проехать до 63 миль в электрическом режиме для более дорогих комплектаций и до 44 миль в базовой, демонстрируя значительное снижение углеродного следа. Хотя модель оснащена двумя электромоторами и двухлитровым бензиновым двигателем, ее наиболее впечатляющая черта — это способность пользоваться электротягой дольше, чем предыдущие поколения, предлагая отличный запас хода. Интересно, что разгон до 62 миль в час, эквивалентный 100 км в час, занимает всего 10,8 секунды, делая эту модель не только экологичной, но и динамичной. Плавное переключение между режимами гарантирует, что водители могут наслаждаться эффективностью без изменения привычек вождения, а продвинутая рекуперация энергии на торможении позволяет сохранять заряд батареи экономным способом, внося вклад в дальнейшее снижение воздействий на окружающую среду. Prius PHV — это символ прогресса, где инновационные технологии Toyota продолжают улучшать экологичность каждого нового поколения, хотя и без уточненной информации по материалам в последней разработке. Такие улучшения поддерживают надежду на будущее, в котором экологически ориентированные автомобили играют ведущую роль. Наше путешествие по миру удивительных внедорожников открывает тома новых открытий, обещая вскоре представить технологии, которые расширяют возможности применения внедорожников за пределами Земли. Космические амбиции. Пока мы исследуем Солнечную систему в поисках новых миров, на Земле создаются технологии для экстремальных условий других планет, включая разработки, связанные с марсоходами. Lockheed Martin, одна из ведущих аэрокосмических компаний, играет ключевую роль в этом процессе, разрабатывая защитные системы и посадочные модули, участвовавшие в таких исторических миссиях НАСА, как Curiosity и InSight. Оснащенные радиоизотопными и солнечными источниками энергии, марсоходы, подобные Spirit и Opportunity, выполняют важные задачи по изучению марсианской поверхности. Они разработаны для работы в суровых условиях с использованием систем автономного управления. Эти роботы могут выдерживать экстремальные температуры и оказываются на передовой науки, исследуя пыльные бури и ледяные марсианские ночи. Lockheed Martin строит аэрокапсулы, которые защищают марсоходы от радиации и других факторов при посадке, хотя полная защита остается вызовом для будущих пилотируемых миссий. Особое внимание отведено созданию модульных платформ, которые могли бы пригодиться для будущих колонизационных усилий. Специалисты из разных уголков мира работают над многими аспектами, от материалов до автономности ботов, чтобы однажды приблизиться к постройке машин, которые смогут поддерживать человеческую жизнь на поверхности другой планеты. Эти амбициозные проекты только в самом начале пути. Все они находятся на стадии концептуальных разработок, и возможности могут изменяться по мере накопления новых данных. Завершая взгляд в космическое будущее, стоит обратить внимание на легендарные модели прошлого, которые благодаря современным технологиям получают вторую жизнь. Эти вдохновляющие примеры истории открывают двери для будущих достижений.